Меня зовут Эбби Кросби. Я из Соединенных Штатов Америки, штат Миссисипи. Я начну мой рассказ с самого начала. 15 лет назад у меня развилась фибромиалгия. После травмы шеи и плеч во время движения. Симптомы заболевания появились сразу в тот день. Они появились в шее и плечах. Это была острая боль и скованность в суставах шеи и плеч. Поэтому я начала ходить к местным врачам. Они делали мне уколы и рентгеновские снимки. Все обычные предписания традиционной западной медицины. Во всяком случае, они мне не помогли, и мое состояние продолжало ухудшаться. Боль появилась в моих руках, затем по всей спине. И за 15 лет она просто распространилась по бедрам и ногам. За все это время, конечно, я прочитала много о фибромиалгии, о так называемом синдроме хронической усталости. Главные ее симптомы – боль в мышцах. Это то, что означает фибромиалгия. И хроническая усталость – это второй самый большой симптом фибромиалгии. Из-за хронической усталости вы чувствуете себя уставшим 24 часа в сутки. Даже когда вы просыпаетесь утром, вы все еще чувствуете себя уставшим. И боль в мышцах также вызывает мышечную слабость. И также эндокринная система. Весь уровень гормонов скачет. Это влияет на ваш сон. Учитывая все это, у нас был только один выход из этого положения – принимать лекарства, чтобы уменьшить проявление болезни. В этом не было ничего удивительного. Это хроническая болезнь. Она подобна на другие, поэтому современная традиционная медицина предлагает только один выход – лечить симптомы болезни. Я должна была принимать обезболивающее, стероидные средства для лечения нарушения эндокринной системы, препараты гормонозаместительной терапии. И для себя я еще принимала лекарства для сердца. После около 10 лет приема лекарств для подавления симптомов, которых все больше и больше появилось за эти годы, я поняла, что это не выход из положения. Мне не становилось лучше, поэтому я начала изучать восточную медицину, альтернативную медицину. Поэтому я в течение года прошла лечение иглоукалыванием. Я использовала несколько других методов восточной медицины, которые, собственно, мне тоже не помогли. Затем я начала посещать еще больше врачей, которые интересовались интегративной медициной. Или ее некоторые даже называют регенеративная медицина. Она включает в себя инъекции с водой и сахаром, с глюкозой в мышцы или на самом деле не в мышцы, а в мышцу печени, которые, как предполагается, должны пытаться помочь стимулировать ткани, чтобы они начали регенерировать. Во всяком случае, я делала это около 6 месяцев. Хотя мне это тоже не помогло. И для того, чтобы не принимать больше лекарств, мы начали использовать биоэлементы и добавки для уменьшения проявления еще больших симптомов, которые, как вы знаете,
у меня развились. К концу 12-13 года. Я принимала 5 лекарств и 20-25 добавок. Магний, кальций, биоэлементы, все такого рода вещи. Последние 3 года симптомы моей болезни стали проявляться сильнее и поразили мои бедра и ноги. Поэтому я начала посещать неврологов и нейрохирургов. И мне делали уколы с кортизоном в нижнюю часть спины, чтобы уменьшить признаки проявления болезни. Но это мне тоже не помогло. Поэтому я продолжила поиск ответа, потому что сердцем я чувствовала, что где-то есть ответ. И я не могу перестать его искать, потому что качество моей жизни ухудшалось. А я очень молодая, поэтому я должна найти ответ. Однажды в мае этого года, 2013, сейчас октябрь, в мае этого года я беседовала с коллегой моего мужа. Он также интересуется альтернативной медициной. И он изучал некоторые вещи самостоятельно. Он рассказал мне о некоторых вещах, которые он уже делал. Я начала искать информацию о них в интернете. И я думаю, что... Мне кажется, ключевое слово, которое я напечатала, было обливание холодной водой. И это позволило мне увидеть сайт Академии здесь, в Польше. Я прочитала сайт. Он был очень интересным, отличным от того, к чему я привыкла. Но то, к чему я привыкла, не работало. Я подумала, а почему бы мне не проверить эту возможность? Я позвонила в офис. И я смогла поговорить с Ксандром Горецким. Он президент и основатель этой академии. И когда я читала сайт, на нем часто встречалось слово «исцеление», которое никто из докторов ранее никогда не использовал. Они всегда, как вы знаете, мы пытались только управлять симптомами болезни, так как это заболевание хроническое. Одним словом, действительно нет ответов, поэтому я спросила Александра, что он думает об этой болезни, и были ли у него успехи в лечении этого заболевания. Он моментально ответил «да». Это меня заинтересовало. Я поговорила с ним 5 минут. У меня также были проблемы со спиной, с позвоночником, с верхней и нижней частями спины, поэтому я спросила его, были ли у него успехи в лечении заболеваний позвоночника, а он ответил «да». Мне даже стало любопытно. Хорошо. Мы немного поговорили, и это было очень интересным, интригующим. Мы закончили разговор, и я поговорила с моим мужем. Мой муж сам доктор. И мы сказали, что мы можем потерять. Мы попробуем. Несколько других вещей произошли в моей жизни в то же время, которые дали мне уверенности, что это то, что я должна попробовать. Поэтому я им перезвонила. И мы договорились о сроке моего визита. Это было в июне этого года.
Мой первый визит сюда был в июле. Кажется, с 1 до конца июля. Первые несколько дней. Я изучала, что происходит в клинике. Когда я приехала сюда, я действительно не понимала все, что они здесь делали, но все, что они делают, все естественное. И поэтому, конечно, не причинит мне вреда. Мы ходили в сауну по утрам. Мы обливались холодной водой и окунались в бассейн. Принимали ванны. После обеда нам делали массаж камнем. Водный массаж, медовый массаж. Это происходило в первую неделю. На 5 часов в день моего пребывания здесь моя боль уменьшилась наполовину. Позвольте мне вернуться обратно. В мой первый день здесь я смогла отказаться от приема всех моих добавок, чтобы мой организм смог начать работать самостоятельно. На 5-й день после всех массажей и саун моя боль уменьшилась наполовину. Поэтому я смогла уменьшить прием обезболивающих наполовину. На 6-й день мы делали очистку печенки желчного пузыря. Это было в субботу. 3 дня позже я перестала принимать все мои обезболивающие препараты. Моя боль была терпима. И сейчас единственное лекарство, которое я оставила, это лекарство для сердца. Мы просто продолжали работать в этом направлении, и продолжали делать те же самые вещи, которые мы делали в первые 5 дней, до конца месяца. В конце месяца 75% симптомов моей болезни исчезли. Моя боль уменьшилась на 75%. Я не принимала лекарств, кроме лекарства для сердца. Я поехала домой, и рекомендации для меня были ехать домой, делать упражнения, пить чай и выполнять домашнее задание. И дать организму отдохнуть в течение 2 месяцев, и можно приехать обратно на следующий курс. Я поехала домой. Я чувствовала себя намного лучше, что я даже задумалась над тем, что, возможно, я не вернусь сюда. Я сказала своему мужу: «Я думаю, я смогу так и дальше жить». Мы размышляли об этом, вы знаете, думали каждый день. 2 месяца прошло. Я сказала, что у меня не прошли 25% симптомов заболевания. Если я не вернусь туда, то я никогда не узнаю. Поэтому мы решили, что я вернусь сюда на 2-й курс, который... Я приехала сюда обратно через 2,5 месяца, с 15 сентября по октябрь. Сейчас октябрь. Я действительно рада, что я это сделала, потому что я не поняла этого во время моего первого визита, но я это поняла больше сейчас. Он объяснил мне во время этого визита, что мой первый приезд был необходим, чтобы остановить развитие болезни, а мой 2-й визит нужен для того, чтобы помочь моему организму самостоятельно начать процесс регенерации или восстановления. В течение этого месяца мы в основном делали те же самые вещи, которые мы делали в июле. И каждый день мне становилось лучше. Я могу делать много вещей. И я просто дам вам их список через несколько минут. И я также перестала принимать мои лекарства для сердца.
Я не буду рассказывать, как это происходило, но сейчас все хорошо. Я скажу то, что я постоянно говорила своему мужу. Если я смогу уменьшить хоть на немного мою боль и увеличить мой сон, я буду намного счастливее. Я дам вам список улучшений, которые у меня произошли. И сейчас, к концу моего второго визита, я чувствую, что я избавилась от 95% главных симптомов моей болезни. Только около 5% болей в мышцах у меня осталось. Слабость в мышцах исчезла. Появились тонус и сила в мышцах. Из-за хронической усталости и проблем в моей организме раньше у меня не было тонуса в моих мышцах. Я опять могу спать без использования добавок. Я не принимаю лекарства и добавки. У меня в мышцах сила, я снова повторю, и тонус. Я могу делать упражнения, а раньше я не могла их делать. Я бегаю вверх-вниз по лестнице, по 4 лестничных пролета несколько раз. Езжу на велосипеде по 10 минут каждый день. Усталость, которую я чувствовала после моего первого приезда, я была полна хорошей энергией по 6 часов каждый день, когда я была дома. Усталость, которую я постоянно чувствовала, я действительно не замечаю ее больше. Во всяком случае, мне намного лучше. Я не принимаю никаких тиреоидных препаратов гормонозаместительной терапии. Моя эндокринная система работает лучше. И я могу точно сказать об этом, потому что раньше мои ногти часто ломались из-за понижения уровня гормонов щитовидной железы, а сейчас они очень крепкие. Несколько лет назад я почти полностью перестала водить машину из-за мышечных спазмов в нижней части спины и в ногах, когда я садилась за руль, поэтому я в основном только вела машину. А когда ездила в церковь, может быть, раз в неделю. После моего первого визита, когда я была дома, я начала водить машину, не чувствуя мышечных спазмов в моих ногах и бедрах. Это тоже улучшение. Даже моя кожа стала лучше. После моего первого визита я поехала на пляж. Моя кожа снова смогла загореть. Это не происходило уже много лет. Я думаю, это все, что я должна была сказать. Это моя история. И как говорят, я стою на своем. Спасибо за внимание.